Продолжаем вязать. И так как мордочка у нас связывается, то начинаем мы с мордочки. Я буду вязать белым цветом. Набираем 4 воздушные петли. Один, два, три, 4. И вяжем дальше, соединяем в круг. Делаем одну прибавку. Один столбик без накида. Далее в последнюю петлю вяжем 4 столбика. 3 и 4. Потом по второй стороне из цепочки воздушных петель, вот мы развернулись и вяжем один столбик без накида. И в последнюю петельку вяжем прибавку. Закончили. У нас получается 10 петелек сейчас. И следующий ряд мы вяжем 2 прибавки, 1 столбик без накида, 4 прибавки, 3 и 4, 1 столбик без накида и еще 2 прибавки до конца ряда. 18 петель должно получиться в ряду, и следующий ряд вяжем просто 18 столбиков без изменений. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кстати, девочки, напишите, пожалуйста, в комментариях, в какие дни вообще вы смотрите видео, то есть какие дни вам удобнее. Я не знаю, в какие дни выкладывать видео. Я выкладывала понедельник, четверг, но потом я подумала, вдруг кому-то неудобно. Вообще в выходные вы смотрите больше или в будние дни, кому как удобнее. Напишите, пожалуйста, я почитаю и посмотрю, как вообще их вкладывать. Отрезаем ниточку, она нам не понадобится, будем вязать. Да, и что касается PDF формата, он уже загружен на Бусти, вы можете приобретать, я там никакую комиссию не накручиваю, также 100 рублей, либо пишите мне те же самые 100 рублей, как вам удобнее. Все, убираем белую пряжу, она нам больше не понадобится. Возвращаемся к нашему телу и вяжем дальше. Начинаем вязать голову. Первый ряд головы у нас идет 12 прибавок. Я поставлю маркер. И вяжем каждую петельку по 2 столбика без накида. Провязали. Должно получиться 24 столбика в ряду. И следующий ряд, второй, мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка. Повторяем так 12 раз. То есть опять же мы вяжем прибавку в прибавку предыдущего ряда. А столбик получается между прибавочками.
Провязали. Сейчас должно быть 36 столбиков в ряду. И следующий ряд мы вяжем просто 36 столбиков без накида, без изменений. Давайте самостоятельно. Провязали 36 столбиков. Теперь в следующем ряду будем вязывать мордочку. Четвертый ряд начинаем вязать 17 столбиков без накида. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 и 17. Мордочка у нас связывается за 9 столбиков. И эти 9 столбиков должны быть посерединке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот так они у меня получаются. Я не вижу в софте, надеюсь, что они будут посерединке. Ну ладно, попробуем. Складываем пополам нашу мордочку и ищем 9 петелек. 5, 6, 7, 8, 9. Я вот этот вот кончик оставляю справа. Так. Сейчас посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот в последний, вот именно в петлю соединения, получается, ввожу крючок. Так, сначала я беру петлю, потом вводим сюда крючок и здесь. Один. Далее 2. То есть прикладываем лицом к лицу, лицевая часть к лицевой части, и связываем. 3. 4. 5. 6. 7. 8 и 9. Так, ну, будем надеяться, что это середина. То есть в тех двух оленятах я вязывала, все было окей. В софте, я не знаю, немножко смещается, но будем надеяться, что тоже окей. И заканчиваем ряд, провязываем 10 столбиков без накида. Закончили, видели, что я сколько раз я перевязывала, 2 раза распускала. Начала правильно, потом показалось, что неправильно, распустила, начала неправильно. В итоге опять распустила и переделала. Так, с количеством петель ничего не изменилось. Следующий ряд снова вяжем 17 столбиков до мордочки. Семнадцать столбиков провязали. Теперь внимательно, чтобы вот в этом месте не образовалась дырочки, мы вяжем убавкой.
мы вяжем вот сюда в следующую петлю. То есть у нас 17 по рисунку по мордочке. Дальше все идет уже по голове, дальше идет по мордочке. Но мы все равно вставляем крючок в следующую петлю, цепляем ниточку, потом можете сразу вставлять следующую петлю и делать убавку. Вот таким образом. В принципе, это нормально. Но я делаю еще больше. Вставляю сюда. Потом вставляю вместо соединения. Вытягиваю ниточку. И потом уже в первую петлю. Чтобы совсем не было никакой дырочки. Плотно соединяется. Это у нас первая петля по мордочке. Дальше мы вяжем еще 8 петель за передние полупетли. Столбики без накида. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот здесь, смотрите, 9 петельку, когда вяжете, захватываете нитку и потом вяжете в петлю соединения. Вот сюда. Провязываете убавкой. Опять же, чтобы не было дырки. И заканчиваем ряд 10 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все, мы ввязали мордочку. И дальше мы уже просто вяжем, как обычно. Сейчас я маркер переставлю. Подниму его. Следующий ряд мы вяжем 7 столбиков, 1 убавка. Повторяем 4 раза. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И делаем убавку. На плюшевой пряже я делаю невидимые убавки, то есть за передние стенки. Здесь я делаю обычные убавки. 5, 6, 7 и убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавка. И последний раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и убавка. У вас должно получиться 32 петельки в ряду. И следующий ряд вяжем просто 32 петельки без изменений самостоятельно. Провязали. Теперь следующий 8 ряд вяжем 11 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Убавка должна проходить где-то примерно сбоку. Вяжем одну убавку. Далее 14 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 13 и 14. Можно было мне здесь сделать петельки смещения, но уже ладно, не буду делать. Все равно здесь убавки не видно. Делаем одну убавку и заканчиваем ряд 3 столбика без накида. Так, теперь у нас 30 столбиков получается в ряду, и следующий ряд мы вяжем просто 30 столбиков без изменений. Провязала. Дальше следующий ряд 10, мы вяжем 3 столбика, 1 убавка, повторяем 6 раз. 3 столбика, 1 убавка, 3 убавка, 'Сейчас провяжем и потом уже будем вставлять глазки. 3 столбика, убавка. Кстати, я вышиваю носик. Если вы будете его вставлять, то не забудьте ставить вместе с глазами. 3 и убавка. Даже не знаю я, если честно, где его вставлять, но, наверное, вот между вторым и третьим рядом, если будете вставлять носик. Совсем вот здесь на краю, наверное, некрасиво будет. Ну, смотрите по вашему вкусу, в принципе, как вам больше нравится. Смотрите, теперь у нас 24 столбика в ряду. Следующий 11 ряд мы провязываем 24 столбика и будем вставлять глазки. Я провязала и уже вставила глазки. Мы их вставляем между рядами 8 и 9, отсчитываем от шеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У меня было провязано 11 рядов, поэтому я 3 сверху отступила и вставила между ножками глазок, да, между этими дырочками 7 столбиков. Ориентируйтесь, что вы ввязывали мордочку за 9 столбиков. То есть вот у вас получается мордочка на вот этом ряду, и с этой стороны тоже где-то примерно с краю, да? Вот таким образом вставляются глазки. Сейчас я отключусь, закреплю их. Потом нам нужно наполнить игрушку, то есть особенно область шеи наполняем поплотнее, чтобы голова не шаталась. И заканчивать будем голову. Закрепила я глаза, вставила. Я их всегда сзади подпаливаю. Даже вот эти сильные защелки. Лучше пусть будет вдвойне безопасно. Набила голову уже, набила шею. И теперь нам нужно закончить голову. Следующий ряд 12, мы вяжем 2 столбика, 1 убавка, 6 раз. 2 столбика, 1 убавка. — 18 петель получается в ряду. Следующий ряд вяжем 1 столбик, 1 убавка, 6 раз. Закончили.
12 столбиков в ряду. Нам остается сделать только 6 убавочек. Мы набиваем голову до конца. Сильно плотно голову я не набиваю, потому что делаю утяжку, чтобы она имела форму. Чтобы не приходилось прям очень сильно натягивать нитки. Но все равно не слабо. Чтобы она не была полупустая. Вот. И заканчиваем последний ряд. 6 убавок. Крючок я взяла поменьше, на полразмера, ну просто потому, что он был под рукой. Я всегда нитки убираю этим крючком. И так, в принципе, если у вас нет, то можно закрывать тем же самым. Но старайтесь последние 2 ряда вязать потуже, чтобы вот эта вот шишка на голове не получалась. Пять и 6. Все, отрезаем ниточку, оставляем, чтобы стянуть кольцо. И затягиваем. Берем иголку. Наверное, кто со мной постоянно вяжет, тем уже надоели эти мои фразы. Как мы затягиваем кольцо, как мы делаем утяжку, какими нитками мы ее делаем. Так, собираем последние 6 петелек за передние полустенки. 2, 3, 5 и 6. Подтягиваем ниточку, закрепляем и прячем в голове. Здесь потом поправляем иголочкой. Холофайбер тоже полностью распределяем. И обрезаем кончик. Вот такой инопланетянин у нас получился. И сейчас будем делать утяжку. Опять же, утяжку я делаю обычной ниткой в тон, 4 сложения. Утяжка у нас не совсем обычная. Берем ниточку подлиннее, вставляем иголку у основания головы между шеей и головой. В серединке идем к правому уголку глаза. Ну, пока что все стандартно, да? Далее идем к внутреннему уголку. И здесь через один столбик от первоначальной точки выходим. Делаем то же самое с левым глазом. Аккуратно, не колитесь, как я. К внутреннему уголку глаза и возвращаемся обратно. Теперь одновременно тянем обе ниточки и затягиваем мордашку, чтобы они были симметрично, одинаково затянуты. С этой софти
Такие злюки все получаются вот у них. Закрываются глаза пряжей. Такие злые мордашки. Так, завязали узелок. Теперь дальше что мы делаем? Снова вводим иголочку в это же место. Идем к внутреннему уголку глаза. Теперь в эту сторону. Снова к внутреннему уголку. И выводим вот здесь вот, где смена цвета. Посерединке. Теперь через один столбик. И снова повторяем ту же самую траекторию. От этого глазика. Здесь подтягиваем, чтобы вот образовалась ямочка. От этого глазика к этому глазику. Ай, что такое, я сегодня колюсь? Сюда. И возвращаемся в самую первую точку. Подтягиваем, пальчиком помогаем вот это место немножко. И глазки между собой тоже сходятся. Все. Завязываем узелок. И прячем ниточки в игрушки. Вот так вот у нас утянулась мордочка. Так она сбоку смотрится. Теперь вышиваем носик той же ниткой, которой вязали копытца. Ну, я так делаю. У девочки розовую вышивала. Вводим где-нибудь иголку, выводим здесь на стыке цветов. И делаем как бы, что мы делаем? Находим серединку и вышиваем уголочек. То есть вот здесь вводим всегда в одну и ту же точку, а выводим там уже сверху в разных точках и заполняем пространство. Если бы еще не лезла нитка, было бы вообще прекрасно. Ну, кстати, нитка лезет, Боланс, да, я имею в виду. Но мне все равно она нравится больше, чем Гималай. Гималай для меня прямо сейчас какая-то жестковатая. У меня прям руки устают ее вязать. Хотя она считается вроде как самой лучшей, да? Не знаю. Мне вот Воланс нравится. Она прям мягкая такая. И кажется, она немножко пообъемнее, что ли. Что еще? Ернард, да? Велюр тоже нравится. Но она потоньше. То есть, соответственно, игрушки получаются поменьше. Это нужно как бы понимать. Хотя я вязала дракончиков зелененьких, одинаковых. И покупала Воланс 3 пачки. И вот главное, одна пачка попалась такая, что она прям такая, пряжа такая мягкая. Прям вот как будто бархатная. Очень классная. Но она тоньше оказалась. У меня дракончик вышел на 3 сантиметра меньше, хотя у него в принципе ростом 23 сантиметра. Поэтому тоже раз на раз не приходится. А иногда Воланс попадается прям такая толстая, набитая. Мне тоже не очень нравится. В общем, все на любителя.
Дольче я вообще не вязала. Если честно, у меня один моточек лежит дома. Как-то мне не довелось из нее вязать. Вязала я из этой тунч турецкая. Ой, как она сыпется. Ужас. Зато у нее такие красивые цвета. Как, наверное, ни в одной пряже нет. Хотя сейчас уже столько разновидностей пряжи, что хочу еще попробовать там еще 2 вида турецкой пряжи. Не знаю, как-нибудь закажу, попробую. Так, вот заполнили. Сейчас еще один вот здесь с этой стороны сделаю. И выводим иголочку вот опять же в сторону. Вот так вот заполнилось все пространство, пока я рассуждала тут про пряжу. И теперь мы делаем так стежочек поперек. 1 или 2 стежка, как вам больше понравится. Что произошло? Что произошло? Видимо, второй стежок я уже не буду делать. И уведу иголку назад сразу. Так, очень добрый день. Прошу прощения, пока я тут разбираюсь с нитками. Вот так. Соединяем сзади 2 ниточки и завязываем узелок. Вот такой вот носик у нас получился. Всё, теперь берем белую плюшевую пряжу и будем делать белочки. Прям необходимы здесь белочки, что-то совсем спрятались глаза. Будем спасать ситуацию. Не завязала я еще здесь ничего. Наверное, в софте можно взять глаза на размер побольше, да, потому что они прячутся. Наверное, можно было даже 18 брать. Так, выводим как можно ближе к глазу. Ай! Слушайте, никогда не кололась, сегодня прям вся искололась. Вниз к левому глазу. И наверх. Так, ну, особо, конечно, ситуацию они не спасли, но все-таки уже получше. Насмотрелась тиктоков сегодня. Сейчас вяжу, и у меня в голове вот это заело, вот это вот «Ich will nicht», который волк скачет. «Ich will nicht». Прям в голове сидит. Так, все, белочки сделали. Опять же завязываем. Теперь мы будем делать оформление, то есть реснички, брови и ротик. Берем ниточку Ярнард джинс черного цвета и начинаю я всегда с ресниц. Так, вот здесь у внутреннего верхнего
уголка как можно ближе к глазу. Выводим иголку. Дугой ее укладываем. Здесь, конечно, особо и не видно, то эти реснички будет. Но все-таки. Вот. Делаем то же самое на эту сторону. Обожаю, когда Hollow Fiber вылезает через все щели. Поправляем. Так. В принципе, вот эти вот потом можно здесь немножко подровнять ножницами, открыть чуть-чуть. Делаем дальше бровки. Главное, чтобы все вышло одинаково. Можно сделать по два стежка, если вы хотите, чтобы было почетче видно. В принципе, мне кажется, и так хорошо. И ротик. Ну, ротик уже вышиваете как хотите. То есть можно просто ровненький, можно наискосок вот так его сделать. Какой хитрый получается олень. Эту мальчику я вот так делала. Причем хочу сделать 2 раза. Прям вот так наискосок, наверное, положу ниточку. Вот так сделаю, да. И 2 раза. Девочки я вышивала просто ровненькой. Поэтому здесь уже смотрите, как вам больше нравится. Можно прям полукругом положить. Вот такой вот хитрый у меня олененок получится. И возвращаемся к началу. Все. Все основное у нас сделано. Здесь все, что нужно, потом поправляем. И нам нужно теперь связать рожки, ушки и хвостик. Все вот это вот уже пришивается. То есть основное мы сделали. В принципе, хвостик, конечно, можно вязать. Но я этого не делаю, мне проще пришить. То есть потом уже посмотрите, как вам больше. Вдруг вы прям захотите его вязать. Но я этого не делаю. Ружку пока убрали, теперь свяжем мелкие детали. Начинаем с хвостика. Вяжем 4 столбика в кольцо амигуруми. Хвостик вяжу той же пряжей, которой ножки и рожки. 1, 2, 3 и 4. Второй ряд вяжем 1 прибавка, 1 столбик 2 раза. Прибавка, 1 столбик, прибавка, 1 столбик. Выворачиваем детальку. Следующий ряд идет прибавка 2 столбика, повторяем 2 раза. Здесь главное в петельках не запутаться. 1 прибавка,
2 столбика, прибавка, 2 столбика. Дальше следующий ряд, прибавка 3 столбика, 1 прибавка, 1, 2, 3, 1 прибавка, 1, 2, 3. Теперь у нас 10 петель в ряду, и следующий ряд мы вяжем просто 10 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующий ряд. 1 убавка, 3 столбика повторяем 2 раза. 1 убавка, 1, 2, 3, 1 убавка, 1, 2, 3. Следующий ряд. 1 убавка, 2 столбика повторяем 2 раза. 1, 2, убавка, 1, 2. Теперь у нас хвостик вот так вот складывается, ну как сам по себе складывается. Поэтому мы провязываем столбики смещения, чтобы ровненько его закрыть. Вот как он у вас складывается, так и закрываете, не нужно его ломать. И закрываем. Давайте я еще один столбик провяжу. Получается 2 столбика я провязала. И закрываем 3 столбиками без накида. 2 и 3. Я обрезаю нитку короткую, заправляю ее. Если будете пришивать этой ниткой, оставляйте подлиннее. Я просто прячу внутри. Вот так вот. Вот такой вот хвостик. Здесь у нас получается ямка. Будем этой ямкой пришивать куда? Вот так вот. Наружу. Я беру нитку в 3 сложения, иголочку и сразу пришьем хвостик. Вот так его прикладываем. Если хотите, можете вовнутрь. Но мне кажется, вот так симпатичнее смотрится. Пришиваем его под кофточкой. Вот здесь так посерединке. Закрепляем ниточку. И просто вот так посерединке пришиваем. Ничего необычного, пришиваете просто как вам удобно, как вы это обычно делаете. Теперь здесь снизу пришили, идем вот сюда, вот в это место посерединке над кофточкой. И захватываем хвостик прям вот насквозь. Пришиваем его буквально пару стежочков, но я захватываю его прям насквозь. Чтобы он стоял.
Вот, в принципе, 3 стежочка сделала. Мне хватает. Просто я его как бы прицепила чуть-чуть. И вот здесь потом еще снизу прохожу один разочек, чтобы точно крепко держался. И все, и хвостик пришит, никаких проблем. Знаю, что многие не любят пришивать. Но я и так стараюсь сделать игрушки в основном без пришивных деталей. Но иногда это необходимо, чтобы игрушка получилась красивой. Все, прячем нитку, завязываем узелок и будем с вами вязать ушки и рожки. Ушки я вяжу пряжи основного цвета, соответственно, буду вязать из софти. Они похожи с хвостиком, но отличаются. Начинаем также 4 столбика в кольцо. Да что такое? Что-то у меня сегодня ничего не вяжется, ничего не делается. Есть такое слово «надо». 4 столбика во вторую петельку. 3 и 4. Дальше вяжем 1 прибавка, 1 столбик 2 раза. 1 прибавка, 1 столбик. Выворачиваем. 1 прибавка, 2 столбика 2 раза. 2 столбика, 1 прибавка и 2 столбика. 1 прибавка, 3 столбика 2 раза. 1, 2, 3. Одна прибавка. 3 столбика. Следующий ряд 1 прибавка, 4 столбика 2 раза. 2, 3, 4. Прибавка, 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Теперь у нас 12 петель в ряду, провязываем 12 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6. Мне кажется, я начала видеть столбики в софте. 11 и 12. Дальше следующий ряд мы вяжем 1 убавка, 4 столбика 2 раза. 2, 3, 4. Убавка. 1, 2, 3, 4. Теперь как у нас ушко складывается само по себе, делаем столбики смещения. Я делаю 2,
У вас может быть одно или три, как вам кажется. Сложили. И закрываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь снова складываем вот таким вот образом и провязываем 3 столбика за обе стенки. Один, два и 3. Обрезаем ниточку. Если будете этой ниткой пришивать, оставляйте подлиннее. Я прячу ниточку внутри. Так, вот таким образом такое ушко получается. Второе вяжете самостоятельно, точно такое же. И теперь свяжем рожки. Так, рожки у нас состоят из 2 частей. Первый маленький рожек или рожек, наверное, да? Вяжем 5 столбиков во вторую петлю. 1, 2. Маленький рог, точно правильно будет. Так, 5. Следующий ряд, следующие 2 ряда мы вяжем по 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Выворачиваю я после второго ряда. И еще 5 столбиков провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем соединительный столбик. Кстати, рожки я не набиваю. Просто вот эти ниточки начала, конца убираю вовнутрь. И этого достаточно. Одна деталька готова, вяжем вторую. Также 5 столбиков в кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем 3 ряда по 5 столбиков без накида. Сначала первый ряд. Выворачиваем детальку. И еще 2 ряда. Так, 1, 2. В таких мелких детальках главное в нужные петельки попадать. Не попадать в одно и то же 2 раза. Так, это у нас был второй ряд. И еще один.
1, 2, 3, 4 и 5. 1, 2, 3, 4, 5. Берем маленькую детальку и сейчас будем их соединять. Вот этим вот местом соединения сюда продеваем крючок изнутри наружу этого рога. И здесь наоборот, снаружи вовнутрь следующую петельку. Вот таким образом. И соединяем их между собой, то есть они лежат лицевыми сторонами друг к другу. Соединяем 2 столбиками, то есть 2 петельки провязываем вместе. Вот таким образом. Дальше продолжаем вязать по длинному рогу, по большому. Идем 1 столбик, 2, 3 мы делаем вот сюда в петлю и вместо соединения, чтобы не было дырки. 3 и по второму рогу вяжем 4, 5 и 6. Снова я делаю в петлю и вместо соединения. Теперь у нас должно получиться 6 петелек, и мы еще 2 ряда провязываем по 6 петелек. Сейчас я вот эту ниточку уберу сразу, чтобы она не мешалась. Вот так. Кстати, очень удобно палочкой от суши все это делать. Она у меня всегда под рукой лежит. И провязываем 2 ряда по 6 столбиков. 3, 4, 5, 6. И еще один ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если вы все сделаете внимательно, каждую петельку, как я сказала, у вас все получится. Да, может такое, что не получится. Тогда распустите и провяжите по новой. Вытягиваем ниточку и заправляем ее внутри. Я пришиваю, уже говорила, обычными нитками. Все. Вот такие рожки у нас получаются. И вторые мы вяжем самостоятельно точно так же. Теперь будем их пришивать. Что касается рожек, я их фиксирую иголками, вот такими пластмассовыми иголками, металлическими иголками, спицами, чем угодно вы можете зафиксировать. Прокалываю вот так и фиксирую на макушке головы длинным рогом вовнутрь. Они прям вот так хорошо ложатся под наклоном. Как-то так, чтобы они были одинаковые. В одном положении. Обязательно зафиксируйте, вы сэкономите кучу времени и пришьете без проблем. Один рог я вязала 2 дня назад, и один рог я вязала сейчас. Послабее сейчас связала.
Так, ну, даже у оленей рога разные, хотя они почти одинаковые, ничего страшного. Вот так вот прикололи и просто по кругу пришиваете их. Я уже не буду показывать, как пришивать. И дальше ушки. Ушки пришиваю просто вот так вот рядом с рожками. То есть на одном олене я пришила вот так пониже, на втором я пришила повыше. Вы смотрите, какое положение вас устраивает, какое вам нравится. И вот так просто под рожками пришиваете. Посмотрите, какое чудо родилось. Прям такой какой-то малыш олененок. Вот такой красавчик у нас с вами получился. И сейчас я покажу, как вышить снежинку, если кому-то интересно. Ниткой белой Ярнар джинс я вышиваю где-нибудь сзади, как всегда, посерединке. Вот здесь выводим иголочку и просто делаем вот такую длинную полосочку. Потом сразу идем в бок посередине, поперек. Но это как делаю я. Многие, я не знаю, кто как делает. Я просто сидела, вышивала, и вот так у меня получилось. Мне понравилось. Идем в бок, потом наискосок уходим. Что ты цепляешь своими ногами все время? Подтягиваем. Теперь наискосок сюда и сюда. То есть 8 уголочков я делаю. И вот сюда 8. Теперь возвращаюсь в центр, прям в серединку в самую. И вот здесь вот закрепляем все наши стежочки. И идем к какому-нибудь, допустим, вот сюда. Выводим иголку. Вот нашу снежинку закрепили. Вот сюда вот я вывела. Теперь продеваю под линией. И делается вот такой вот кончик. Увожу сюда, иду в другую сторону. Вот эти вот кончики такие вот полукруглые нужно сделать на каждом. Здесь они, конечно, прячутся, но все равно. Так. Этот нижний вообще спрятался. Сейчас мы его достанем. В общем, вы поняли суть. Сделайте как-нибудь там поаккуратнее. Мне так нравится. Так, сюда. Все 8 штучек нужно пройти.
такая легкий вариант снежинки. Уже получается свитер посимпатичнее. Чтоб ничего заумного не делать, но в то же время украсить. Вот такая вот снежиночка у нас получается. Не очень похожа в этот раз на снежинку, потому что я сделала вот эти края должны быть подлиннее, а вот эти диагонали должны быть покороче. Вот таким вот образом. Просто на камеру не очень удобно. Здесь хорошо видно. Ну, и так тоже ничего. Убираем ниточки, прячем, закрепляем. И наш олененок готов. Я надеюсь, что вам понравилось со мной вязать. Если все получилось, если все понравилось, ставьте лайки. Мне будет приятно. И я буду знать, что вам понравилось мое видео. Вот такой вот малыш, олененок у нас получился. Вот они вдвоем, вот они втроем. Какие сладкие. Все, можно прям делать скриншот. Красавчики получились. Вот. У девочки, кстати, я просто вышивала вот эти вот 8 штучки. И все, 5 штучек вышила без вот этих вот кончиков. Так что 50 оттенков коричневого и зеленого у меня закончились. Всем спасибо, что вязали со мной. Всем пока-пока.